Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Добро пожаловать на мой канал. Если вы случайно зашли на мой канал, я буду очень рада. Подписывайтесь. А также, друзья, подписчики, не забывайте ставить лайк за мою работу. Итак, друзья, начинаем. Поехали! У нас сегодня очень много интересных тем. Будем разбираться. Во-первых, мирные переговоры, как говорит Трамп, прошли неудачно, и он очень обозлен на Зеленского. Трамп на выступлении, все ожидали, будет разговор о России, о мире, переговорах, о Зеленском. И не ожидали, и я вам покажу, что он откашлялся и сказал: я страшно злой на Зеленского, и санкции будут не против России, как все ожидали, а именно против Зеленского. Представьте себе сцену: розовый сад Белого дома. Солнце нещадно палит по камерам. Журналисты со всего мира толпятся друг к другу. Микрофоны щелкают, объективы камер так. Все ожидают объявления по России или, возможно, по Китаю. Но то, что происходит потом, потрясает всю структуру власти на международной политике. Дональд Трамп выходит к трибуне. Кратко он смотрит влево и откашливается. И затем звучат слова, которые гремят, как гром по залу. Соединенные Штаты вводят санкции против правительства Владимира Зеленского. На мгновение воцаряется абсолютная тишина. Ни шелеста, ни вспышек, только оцепенение от шока. А затем хаос. Журналисты кричат в разнобой. Дипломаты пораженно смотрят на свои телефоны. Биржевые ленты взрываются. В течение нескольких секунд становится ясно: мир вступил в новую, непредсказуемую эпоху международной политики. Но почему Трамп не направляет свое самое острое оружие против Путина? А именно против Зеленского. Человека, который до сих пор считался символом украинского сопротивления. Существующая политика в отношении Украины провалилась. Миллиарды долларов американской помощи, бесчисленные поставки оружия. Партийные речи о солидарности. Все больше граждан США задавались вопросом: куда на самом деле идут наши деньги? Этот вопрос поднял Трамп. На закрытых встречах он ругал исчезнувшие миллиарды. Темные каналы, расточительные проекты в Киеве. Многие считали это лишь пустой болтовней, пока он не превратил свои слова в политическую реальность. И пока Европа еще собиралась на саммиты, купаясь в гармоничных фотографиях, Трамп готовил свою бомбу. Сцена в овальном кабинете в понедельник сначала казалась образцом классической дипломатии. Зеленский проявил себя необычно сдержанно. Черная рубашка, черный пиджак. Никакой военной зеленой формы, никакого партийного пардоса. Он благодарил чрезмерно, почти со слезами. На короткий момент казалось, что трансатлантическое единство было идеальным. Но за закрытыми дверями настроение было совсем другим. Часами велись ожесточенные споры о гарантиях безопасности для Украины, о возможных сделках с Россией, о щекотливом вопросе, какова цена мира. Официально все представляли переговоры как успех. Но Трамп был недоволен. Он хотел большего. Он хотел доказать, что именно он один переписывает правила. Когда европейские гости уже давно отправились домой, Трамп вновь появился перед камерами, на этот раз один. Никаких советников, никакого госсекретаря, никакого советника по безопасности. Только он сам, и затем он поджег политическую бомбу. Но настоящий шок наступил позже. Трамп произнес это ледяным голосом: мы больше не будем наблюдать со стороны, когда коррупция царит в самом сердце Украины. Поэтому мы вводим санкции против лиц из окружения Зеленского, включая самого президента. Бомба взорвалась. Впервые в истории президент США ввел санкции против правительства-партнера, который одновременно ведет войну против России. Европа отреагировала, словно ошеломленная. Канцлер Мерц явно искал слова. Макрон говорил о опасном сигнале. Урсула фон дер Ляйен казалось, будто у нее уходит почва из-под ног. А в Киеве? Там накалилась атмосфера. Правительственные источники сообщили о разгневанном президенте, который швырял телефон в стену. Консультант Анстри задал только один вопрос: как он мог осмелиться? Для Зеленского было ясно, Трамп публично его унизил. И его политическое будущее оказалось в пропасти. Именно здесь начинается следующая глава. Европа между шоком и оцепенением.
Новость из Вашингтона распространилась как лесной пожар. Российские аналитики говорили о том, что санкции против Зеленского лучше любой пропаганды. Часть республиканской базы приветствовала этот шаг. Наконец-то президент, который осмеливается говорить правду о Киеве. Комментаторы говорили о внутреннеполитическом кризисе. Трамп удивил не только Украину, но и своих противников в Вашингтоне. Всего через несколько дней после первой волны санкций он объявил о заморозке финансовой помощи Украине. Новые выплаты будут осуществляться только под строгим контролем. Каждый проект, каждая транзакция должна контролироваться американскими проверяющими. Для Киева это было очередным унижением, тогда как для Трампа – доказательством его решимости. В самой Украине это привело к опасной динамике. Части населения, которые давно жаловались на коррупцию и плохое управление, начали громко спрашивать, действительно ли Зеленский еще является правильным лидером. Кроме того, Украина, я вам покажу сегодня и докажу, еще больше превращается в диктатуру, что Зеленский после антикоррупционных демонстраций теперь запретил свободу собраний в Украине. Мы говорим о свободе, как говорят наши политики. Только в России нет свободы, а в Украине все прекрасно и удивительно. Зеленский снял выезд за границу молодежи от 17, говорят, до 22 лет. И Германия сейчас в шоке, что они все попрутся опять в Германию за лакомым кусочком. Украинская молодежь массово бежит из страны. Разрешение на выезд для мужчин от 18 до 22 лет спровоцировало многокилометровые пробки на границах. Всего за сутки страну покинули 11 тысяч человек, и поток нарастает. Однако еще совсем недавно Зеленый пытался всех убедить, что никто не хочет покидать Украину. В интернете сотни восторженных видеоотчетов. Многие даже не задумываются, куда бегут и где остановятся. Украинские медиа уверены, это стрельба по двум зайцам сразу, предвыборный пиар плюс быстрый слив в Европу неудобного протестного электората, который осуждает расцвет коррупции в стране. В Польше, например, уже вышел закон никакой больше помощи. Друзья, поляки, беженцам. Это сам сказал Навроцкий. Такой добренький наш Зеленский отпустил молодежь. Время как не хватает народа воевать, он вдруг отпускает молодежь за границу. Вы думаете, Зеленский просто так что-то для своей страны делает? Ясно и понятно, нет. И я расскажу, в чем причина, почему он это делает. Я хочу показать сейчас депутата парламента, которого я очень уважаю, который раньше работал в церкви, который защищал людей, гнонимых, якобы они пророссийские из церкви, разбирался с ТЦКшниками. Депутат говорит о том, что почему все говорят о том, что да, Путину очень опасно было ехать на встречу с Трампом, как бы его могли бы арестовать и все такое. И гарантии должны были быть, ну, ему, конечно, ясное дело, предоставили гарантии и встречали его просто великолепно, не сравнить, как с Зеленским. Зеленского встречали буквально, если я слушала по-английски, как он с ним разговаривал, боже мой, он унижался просто ужасно. Не дай бог лишнее слово скажет, чтобы не выгнали, как в первый раз. И все время, да, вы правильно делаете, да, спасибо вам большое за то, что мы участвовали. И мало того, что с ним Зеленским приехало столько покровителей, он даже не мог один приехать, чтобы защитников его, чтобы, не дай бог, его не выгнали. А Путин приехал как победитель. И многие говорят о том, что могли бы арестовать и все такое Путина. Я говорю, арестовать? А этот, правильно говорит депутат, он сказал, как Зеленский не боялся поехать на встречу с Трампом, чтобы его арестовали за все его действия, за все, что он сделал в своей стране и за рубежом. За все растраты, за все воровство, за убийство своего собственного народа, за издевательство собственного народа, за дискриминацию своего народа, за что нет свободы слова, в том, что он врун и лгун
мы все уже знаем ради своих собственных интересов. Даже хотел причаститься в церкви и обещал и не сделал, если он будет президентом. Потому что ему нужна поддержка была тоже церкви, которую потом же он еще и кинул. И он говорит, почему его не арестовали? А потому он и взял с собой большую поддержку, как Макрон, Мерц, потому что кишка тонка. Послушайте, что говорит этот депутат. Что же касается Зеленского, он на эту встречу приехал, понятное дело, в очередной раз в попытке отсрочить свою политическую кончину, скажем. Для меня вообще, вы знаете, является большой загадкой, почему вообще Зеленский, как он мог туда поехать, уже будучи в таком статусе. И если он туда поехал, то почему его не арестовали? Потому что на сегодня есть все объективные причины на это. Зеленский совершил огромное количество преступлений по отношению к Украине, по отношению к украинскому народу, по отношению к соседним государствам. И что важно, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, он совершил огромное количество страшных преступлений по отношению к Соединенным Штатам Америки и к ее народу. Но возможно, у Трампа есть свой хитрый план, или, возможно, Трамп не знает всей ситуации, что вполне возможно, реально и нормально, потому что он не обязан знать все в полноте обстоятельства, которые происходят на территории Украины. Но я благодарен ему за то, что были организованы такие встречи, что проходят такие встречи, и упоминается хоть даже немножко Украина и ситуация в Украине. Конечно же, мы с вами понимаем, что я не раз об этом ставил акцент, что подобные встречи должны проходить, например, в Минске. Это будет более всего на сегодняшний день в мире объективно, реально и достижим. Это Минск. А пока мы с вами говорим о проектности Украины как антироссии, о политиках, которые всем своим нутром, сутью и идеей ненавидят Россию и Белоруссию, поэтому мы в первую очередь должны избавиться от таких политических субъектов, потом избавиться от самой идеи и миссии, от проектности Украины. Мы должны поменять Украину с антироссии на государство Украина, и тогда мы уже будем говорить реально о мире. Лаврову задали вопрос, что Макрон назвал россиян и Путина людоедами. То же самое Лавров, то же самое Путин. Могла бы пару слов уж сказать насчет Макрона, объятиях и поцелуйчиков с Зеленским и о его мадемуазеле, мужчины, женщины. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Потому что они считают, что это дешевки только говорят о таких делах. Да, за кулисами они об этом говорят, но это не международный уровень человека, дипломата, высокая дипломатия. Так называемые политики говорят такие мерзости. И послушайте, что сказал Лавров на это. Только посмотрите, как Лавров прокомментировал слова Макрона, который назвал русских людоедами. Когда президент Франции нас называет людоедами, хищниками, это что за риторика такая? Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно. По ночам бывает. Заметьте, что ни один политический деятель России не позволил себе резких высказываний в сторону европейских и западных политиков. В свою очередь, они же позволяют себе чрезмерно много лишних слов. И каждый раз после таких громких заявлений им еще хватает наглости говорить, что Россия агрессор по отношению ко всему миру. По последним опросам в Германии больше 50% населения за то, чтобы Украина приняла условия России. Самое главное – закончить войну. Люди уже не хотят больше помогать Украине. Люди живут хуже, их уже достало все, что вот эти пропаганда, это грязь, которая льется.
вымирания или превращения Германии в какую-то нищую страну. И они говорят, что Украина должна согласиться на условия Путина и отдать эти территории, которые завоевала Россия. Политическое землетрясение в Германии. Новый опрос показывает, что более половины немцев сейчас считают, что Украина должна принять территориальные потери, если это приблизит мир. Результат, который затрагивает не только Киев, но и Берлин, оказывает сильное давление. Долгое время в Германии существовал консенсус, что территориальная целостность Украины неприкосновенна. Политики всех крупных партий неоднократно подчеркивали, что нельзя допустить ни одного вмешательства ООН, предоставлять вознаграждение за агрессию. Однако настроение в населении меняется. Усталости от войны, растущие расходы на жизнь и меры предосторожности перед эскалацией, очевидно, оставили следы. Более 50% опрошенных выступают за то, чтобы Киев пошел на компромиссы, даже если это означает отказ от части собственной территории. Отказаться от них для федерального правительства – это тревожное развитие событий, потому что общественное мнение имеет вес, особенно в то время, когда финансируются многомиллиардные пакеты помощи для Украины. И социальные проблемы в собственной стране растут, будь то в супермаркете, на автозаправке или в счете за электричество. Немцы напрямую ощущают последствия конфликта. Для Киева эти цифры – шок. Президент Зеленский по-прежнему подчеркивает, что Украина никогда не откажется от своих территорий. Но реальность в западных столицах совсем иная. Чем дольше продолжается война, тем сильнее растет опасность, что поддержка начинает рушиться. Не по военным, а по внутриполитическим причинам. И опять наш Зеленский опять нашел выход из положения. Он сказал Трампу, якобы он согласен закончить эту войну с Россией, идти на определенные условия и так далее и тому подобное, но, опять же, требования. Он всегда выдвигает какие-то требования. Именно он, человек, который довел свою страну в ужасное состояние, который, я сегодня в моем видео расскажу, новые позорные доказательства и коррупционные воровства. По новым данным, сколько он нажился на этой войне. Как же не хочется терять дальше еще доходы. И этот человек сказал, или Путин, требования Путину, проигравший, просроченный президент, корруптный президент, президент войны его называют. Это не президент мира. И он еще говорит, или встречаемся с Путиным и обсуждаем переговоры о окончании войны в Киеве, и я ему предоставлю полную гарантию, а Зеленскому верить – это себя не уважать. Зная прекрасно, что на этот Путин никогда не пойдет, а почему ты не предложил, что я приеду в Москву, и Москва бы тебе бы гарантию безопасности представила? Знаете, зачем он это все делает? Для того, чтобы показать своей стране, а видите, что пусть мы проиграли, но так никогда не скажут, проиграли, но Путин пошел на такие условия и приехал, значит, я какая-то личность. Понимаете, это мания величия этого человека. Он слишком далеко зашел. Кроме того, я его называю пародия на маленького Наполеона. И он возомнил себя Наполеоном, пупом земли. Зеленский предложил Путину неожиданные условия. Зеленский заявил, что Трамп предложил ему такие условия, на которых он готов закончить войну. Но есть одно «но». Зеленский потребовал, чтобы Путин лично приехал в Киев для обсуждения. Более того, он заявил, что готов предоставить зеленый коридор Путину до Киева. И вот тут начинается самое интересное. Путин уже ответил на это предложение. Реакция Кремля последовала незамедлительно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие ультиматумы неприемлемы. Поездка в Киев, по его словам, невозможна и не обсуждается. Вместо этого российская сторона настаивает на продолжении переговоров, но в нейтральном месте и без предварительных условий. Аналитики считают, что предложение Зеленского скорее политический ход, чем реальная возможность для переговоров. Шансы на прямой диалог между лидерами двух стран в данный момент крайне малы.
Несмотря на отказ Кремля, Киев настаивает на своем предложении. В офисе президента заявили, что это единственный способ добиться реального прогресса в переговорах. Зеленский уверен, что только личная встреча с Путиным может сломить сопротивление российской стороны. Сейчас обвиняют украинцев, которые якобы взорвали Северный поток. Министр финансов едет, не предупредив других, в Киев и везет новый пакет помощи. После того, когда черно по белому стоит о том, что подрыв Северного потока был организован именно украинцами. Этим людям мы помогаем. Невероятно, все услышали, что сейчас обвиняют 6 украинцев, потому что они якобы взорвали Северный поток. Где все это произошло? Потому что там детально опросили представителей федерального правительства. Как вообще возможно, что мы, как доказано, должны одной стране, что Украина взорвала Северный поток? Что действительно предполагается поддерживать здесь суммой в 9 или 8 миллиардов, в зависимости от ситуации? Как Ларс Клингбал может отвечать за все это здесь? Почему мы поддерживаем страну, которая, возможно, бомбардирует нашу критическую инфраструктуру здесь? Потому что после этого видео ты больше не поверишь тому, что видишь в общественно-правовых средствах массовой информации. Мне интересно твое мнение. Ты все еще веришь общественно-правовым? Еще? Ну, когда я смотрю Тейдж-шо, там всегда говорят, что все это сделал злой русский. И к тому же, одну вещь они не учли. Из-за альтернативных СМИ давление теперь стало настолько сильным, поэтому поделись этим видео везде, пересылай его друзьям, врагам, всем, чтобы все уже не работает так, как раньше. 9 миллиардов федеральных налоговых средств частично уходят в хорошо устоявшиеся коррупционные сети. Что касается оттока украинских средств, я сначала обращусь с вопросом в БМФ. Почему мы поддерживаем Украину? Причина в том, это продолжающаяся российская агрессия, которая длится уже несколько лет. Федеральный канцлер Клингбаль сегодня также доложил на заседании кабинета о своей недавней поездке в Украину. И еще раз рассказал, что посетили там место, где по-прежнему очень активно. С российской стороны также бомбят гражданские объекты, где находятся люди. Подождите, он говорит о правительстве. Вопрос был явно связан с Северным потоком. А также, почему мы поддерживаем страну, которая здесь бомбила критически важную инфраструктуру. Он здесь ни разу не упоминал злого Путина или каких-либо других русских. Или я что-то сейчас неправильно понял? Вот почему мы помогаем Украине в ее оборонительной борьбе. Почему мы выделяем деньги на это и также считаем, что это для среднесрочной и долгосрочной безопасности нашей страны и нашего континента в конечном итоге не только необходимо, но и целесообразно оказывать эту поддержку. Если мы укрепим Украину, мы укрепим и нашу безопасность. И что это не может провалиться из-за бюджета. Тогда я спрошу о времени визита министра финансов, который уже был известен, что в Италии был арестован один из предполагаемых главных ответственных за подрыв северных потоков. Арестованный бывший агент СПУ и офицер украинской армии. Там. Меня бы заинтересовало, имели ли место эти предполагаемые вовлечения украинских государственных структур. Уничтожение гражданской инфраструктуры. И если эти вовлечения государственных украинских структур в случае подтверждения разрушения Северострунга федеральное правительство имеет планы частично приостановить эту финансовую поддержку. Должен представить себе, что ты оказываешь. Хорошие деньги другу, скажем, 6000 евро, потому что он хочет купить маленькую, действительно совсем крошечную, маленькую машину. И этот друг просто поджигает твою квартиру. Именно. Это ровно то же самое, если бы ты сейчас спросил друга или, скорее, себя самого. Спросил бы, дал бы ему снова деньги. Никого это не волнует, так что Украина еще получит. Деньги для нас, хотя они, возможно, взорвали нашу инфраструктуру. Мы будем ждать, нам интересно, вероятно, мы тогда купим у американцев газ, который идет из России. Если это произойдет, у нас вообще не будет газа. Наш президент недавно буквально, все возмущались, многие блогеры об этом говорили, Штайнмайер предупредил уже народ, затягивайте пояса потуже. Все просто иронически засмеялись. Над этим, конечно, смеяться уже невозможно. Чего превратилась страна. Я сейчас живу здесь, в Испании, временно, у друзей. И я вам скажу, видишь, дороги не поломаны,
шикарные. Не все время все в Бауштелен, стройка каких-то дорог, нет пробок. Да, а дороги лучше, чем у нас. А у нас все строит и ничего не строит, потому что не хватает ни на что денег. Это просто еда потрясающего качества. У нас какая-то однохимия, все одно и то же. Сможешь настроение люди работают для того, чтобы жить. А у нас люди работают, чтобы отчислять деньги для беженцев, иммигрантов и так далее, которые губят наш собственный народ. Я называю наш собственный народ, потому что я живу больше 40 лет в этом стране, и которая тоже платит налоги. Вышли новые факты о Зеленском, о краже денег европейских налогоплательщиков и также внутри страны. Через НАБУ все это вышло наружу. И я вам скажу, каким люксусом себя окружает Зеленский, когда в его стране творится бардак, и когда он, наша страна говорит, затягивайте пояса потуже. В то же время ему дают новый пакет миллиарды для того, чтобы жил еще лучше. Такие, как он, такие, как Залужный. Виноват на самом деле не только Зеленский. Виноват в том, что творится. Наши европейские политики, они потакают этому. Значит, они причастны к этой коррупции. Значит, они от этого тоже что-то имеют. И не просто только то чуть-чуть что-то имеют, а война им всем мать родная. Бывший следователь НАБУ выложил файлы, в которых стоит, Зеленский скупил через офшорные зоны недвижимости, только недвижимости. Вы сидите на 1,2 миллиарда долларов. Ну что, ребята, сериал «Слуга офшоров» выходит на новый сезон. В западных медиа снова гуляет бомба. Бывший следователь НАБУ якобы вытащил на свет файлы, по которым Зеленский через офшорные компании скупил недвижимость и не абы где. Европа, Лазурный берег, Британия, Эмираты. Говорят, бумаги содержат договоры купли-продажи и банковские переводы, связывающие окружение Зеленского с этими активами. В отчете перечисляют 26 объектов в Испании, включая виллы в Марбелье и пентхаус в Барселоне, 14 объектов в Британии с особняком в районе Челси, 21 объект во Франции, в основном на Лазурном берегу, еще 8 в Италии и 34 квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах. В общем, не президент, а ходячее турагентство, все включено. Теперь внимание. Достоверных доказательств пока что нет, и это нужно понимать. Но сам факт, что такие истории всплывают именно в западных СМИ, говорит о настроениях. Зеленского уже столько раз ловили на странных расходах, что любое новое обвинение звучит как продолжение старого сюжета. Напомню, еще недавно обсуждали его жену и ее покупки. Платье принцессы Дианы, элитные бутики, шикарные украшения. Добавим к этому Bugatti Tourbillon, виллу в Дубае, особняк Гитлера, его же автомобиль и прочие приятные мелочи. Получается целая коллекция, и потому новые данные про миллиард на виллы ложатся очень уж складно в картину. И тут вопрос, что сделают США, если вдруг это подтвердится? Для демократов США это удар ниже пояса, потому что миллиарды долларов помощи, которые Конгресс отправлял на борьбу за демократию, внезапно превращаются в кирпичи и люстры для пентхаусов на Лазурном берегу. Представляете себе картинку. Американец из Огайо, который еле оплачивает ипотеку, видит, как его налоги превратились в бассейн под пальмой для Зеленского. В такой момент лозунги про защиту цивилизации перестают работать, и остается простой вопрос. Нас развели? Не случайно именно сторонники Трампа первыми подхватили тему и требуют расследования. Для них это идеальный козырь. Сказать, вот смотрите, Байден кормил воров, а мы бы на эти деньги построили дороги в Техасе. Удар в самое сердце предвыборной кампании. И тут уже не важно, правдивы ли цифры, достаточно, что сама история гуляет по медиапространству. Но есть и другое измерение. Для Европы это тоже головная боль, потому что виллы в Марбелье и квартиры в Барселоне покупались не в вакууме. Это значит, что через европейские банки и нотариусов проходили сделки. И если хотя бы часть из этого правда, то скандал накроет не только Киев, но и тех, кто закрывал глаза в Брюсселе. А значит, международные расследования могут стать реальностью. Что мы имеем на выходе? Война затягивается, результаты для Киева все печальнее, а темы коррупции звучат все громче. И чем дольше тянется эта история, тем чаще будет звучать запах вилл, пентхаусов и яхт.
а не победных речей. И чем сильнее будет вонять роскошью, тем труднее Вашингтону объяснять своим гражданам, зачем они оплачивают чужие причуды. Финальный вопрос остается прежним. Если американцы получат хоть малейшие доказательства про 1,2 миллиарда в офшорах, Вашингтон будет до конца защищать свой киевский актив или спишет его в утиль, как отработанный материал. Эти сообщения, если слышишь, то действительно можно упасть в обморок от жадности и наглости этого человека. А теперь, дорогие друзья, вы когда-нибудь слышали, что кто-то из президентов, даже украинских, столько наварился на войне? Очень тяжело найти достоверные доказательства всего этого. Но это западная информация, и людей он так достал, что они копают как могут. И вы прекрасно знаете, сколько раз были разговоры, потом, в конце концов, они подтверждались. Если раскроется все, о чем я вам сейчас рассказываю, и это окажется правдой, то это будет головной болью не только Зеленского и его приближенных Украины, а это будет головная боль тоже европейских политиков, потому что все эти деньги и все эти переводы вели через европейские банки. А значит, международные расследования станут реальностью. И будут замешаны многие тоже европейские политики. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайк, заранее благодарю, а также подписывайтесь. А вам желаю всего самого наилучшего. Мира, здоровья и сердца к вам. Ваша Эрика. Пока.